Всем привет! Необычный формат видео. Очень яркое солнце бьет мне прямо в место, где я снимаю. Я думаю, может быть, как говорится, этим моментом воспользоваться и показать вам янтарь, который очень любит солнце. И, собственно, вся его солнечная энергия на этом и основана. На накоплении в древней смоле фотончиков с нашего светила, так сказать. Вот не знаю, тут будет тень, правда, падать. Откуда тень? Сейчас посмотрим. Это я загораживаю. Я поняла. Сейчас сделаем. Немножко так. Как вам, девчонки, такой формат? Это минут 5 будет, потому что оно сейчас уйдет. Что успею, то покажу на солнце. Значит, у нас ручные работы, просто офигенные янтари, которые выставочные экземпляры, которые сначала мне показывают, потом уже расходятся по магазинам. А я отбираю, что мне нравится. А мне нравится все, поэтому меня нужно держать за ноги, за руки. Иначе у меня весь дом покроется янтарями. Значит, это кольцо $166 или 726 шекелей. Соответственно, это серебро, палладий, позолота сверху. И вот такой изумительный янтарный кусочек. Так, продолжаем серию осьминогов. Это осьминожек за $100. У нас уже был за $100, но это другой. $100, 431 шекель. Смотрите, какой он красивый. Он довольно крупный, но шикарнейший просто. Швенза шикарная, отлично и хорошо сидит на ушах. Я не думаю, что они прямо будут постоянно делать одну и ту же модель. Это вот партия вышла. И я думаю, в следующий раз не скоро уже появится. Поэтому я сразу как-то вот от жадности. Кстати, про жадность у меня история. Сейчас вам расскажу. Так что, девочки, конечно, вас интересует длина серьги, правильно? Если я сейчас быстро найду линейку. Так, у меня такая линейка. Сохранилась с детского сада, наверное. Не, на самом деле шучу, конечно. Со времен моего бисероплетения. Здесь очень удобные круги. Значит, то, что я вижу, это от швензы, мы измеряем, получается 6,5 сантиметра длина от самой иглы замка, самой швензы до конца серьги, 6,5 сантиметров. Ну, янтарь, это смола легкая, так что... Да, тигра, привет. Она хочет на балкон, тоже солнышко хочет. Тиги, да сниму видео и пойдешь. Вот так вот красивенько это все дело. Сейчас я отправлю. А про жадность история такая. Каждый день к нам прилетает ракета баллистическая с Йемена. Они нам дозировали ровно одну в день. Потому что дело-то дорогое, $3 миллиона стоит. Я думаю, что они весь Йемен голодающий могут на цену этой ракеты накормить. Но кого же интересует народ? Интереснее запульнуть в Израиль. Так вот, каждый день прилетает и всегда в разное время, никогда не знаешь, где оно тебя застанет. У нас сначала есть предупреждение, что летит ракета, и минут через 5 начинается сирена именно в том округе, куда, видимо, она нацелена. Смотрите, какая прелесть. Ощущение, что он как туман внутри. Не знаю, насколько солнце передает видео. И вот такие вот королевский янтарь. Видите, чуть-чуть точечки сохранились сверху. Как будто такое янтарное озеро. Это $130, 569 шекелей. Все кольца разъемные. Шикарное кольцо. Вот, короче говоря, мы были 2 дня назад с Галей в каньоне. Каньон — это молл такой большой, трехэтажный в Петах-Тикве. И захотелось мне чего-то, вот коктейль молочный в Макдональдсе.
Заказали коктейль и чипсы заодно погрызть. Как известно, в Макдональдсе чипс очень вкусный. Коктейль мне выдали, в этот момент начинается сирена, и я стою, жду чипс. Галя на меня смотрит, говорит, побежали в убежище. Я говорю, пока чипс не получу, не пойду. И во мне вот так сказать, вдруг жадность, так сказать, начала борьбу с здравым смыслом. И я думаю, пока чипс мне не дадут, не пойду я ни в какое убежище, сирена, не сирена. И тут Галя мне говорит, так это, ты хочешь погибнуть из-за чипса? Я ей говорю, так это ж чипс от Макдональдса, самый вкусный. Короче, мы друг на друга посмотрели. А бедный этот продавец, он тоже не знает, что делать, убегать, не убегать. Я еще с этим чипсом. Короче, я поворачиваюсь и говорю, как в Терминаторе, I'll back. И ухожу. В итоге, конечно, потом вернулась. Чипс мне, конечно же, отдали, все в порядке. Но я впервые, так сказать, поняла, как это тяжело, когда у тебя с одной стороны почти отдали твой чипс, а с другой стороны надо убегать в бомбоубежище. Короче, вот такие у нас жизненные какие-то странности. Так, дальше. Так, это осьминожка вот такой, потолще и покороче, тоже $100. Видите, он шире, но короче. Осьминожки, конечно, шикарнейшие. У него 5 сантиметров длина. И отличную швензу сделали, просто супер. Очень редко они делают английскую швензу на вот такие вот украшения, такие самородки, кусочки. Но вот в этот раз постарались, конечно. Да, на солнце все это смотрится бомбически. Так, девчонки, как комплект пришел. Я, если честно, у меня есть ощущение, что его кто-то просил по фотографиям. Кстати, сегодня... О, господи, что за звуки жуткие. Тормозов. Кто-то у меня просил, но по фотографии... Я сегодня выкинула в чат молчальный еще партию янтарей. Кто у меня не в чате молчальном, я туда обычно только фотографии скидываю заказов или каких-то вещей, которые нужно у меня вопрос к вам. А в телеграм-канал я уже выкидываю то, что в наличии на продажу. Вот, значит, этот сет состоит из кольца и серег. Интересно, тут вот шарик этот, который бегающий. Как вы видите, все кольца, как всегда, разъемные. Вот, видите, шарики. Тут даже два шарика. Вот, корочка соблюдена. Для чего корочка, если кто не в курсе, просто чтобы видно было, что это не плавленый, что это натуральный янтарь, что он просто обработан, отшлифован, и термообработки никакой там не проходил, то все. Сколько ты стоишь, дорогой? $69 кольцо или 301 шекель, включая НДС. $126 серьги или 550 шекелей, включая НДС. Все это идет на вес, поэтому разные стоимости каждый раз. Набор я бы не делила. Тем более, что кольцо разъемное и относительно недорогое. Относительно серег. Так, есть у меня браслет. Это серебро-белый родий покрытие на карабине. Молочный вставлен сюда кружочек янтаря. И у нас идет длина любая. Почему? Потому что есть цепочка. Самая короткая длина это где-то на 16,5. Вот мне впритык как раз. Для любителей носить его туго, как часы с элементом вверх, это где-то получается
на запястье 16. Вот такая милашка. И стоит она $104 или 455 шекелей. Легкий такой, современный дизайн. И есть кольцо. Тоже белый родий, в серебро белый родий, без, видите, его сделали также разъемное. Тоже молочный янтарь, такая классика жанра. Сейчас, ребята, я его надену как-то так. Надо его будет потом выгнуть более аккуратно, потому что его выгнули без... вот так вот. Сейчас я его выгну и получится... То есть здесь можно выгнуть на любой размер. Это потом мы уже решим с точки зрения того, кому что нужно. И стоимость такого кольца $60 или 258 шекелей. Это классический вариант. Белый родий, молочный янтарь. Его можно уже миксовать с серебром, с чистым, без позолоты, без палладия, без чернения. Просто вот такое вот получается кольцо. Так, хочу показать набор. Это очень интересная техника проволочек, крученных вручную. Тоже кольцо, соответственно, можно разжать. Очень красиво сделана модель. Английская швенза. $78 серьги, $60 кольцо. В шекелях это 322 и 254. Это еще, если не ошибаюсь, 17% НДС был. Это еще расценка до поднятия. Кому нужен чисто белый комплект, белый родий, здесь у нас 3 части. Есть серьги, лимонный такой, очень красивый тоже. Смотрите, какой богатейший просто оттенок. Есть кулон. Кулону есть у меня радированные цепочки 40 и 45 сантиметров. Разные плетения. И кольцо тоже, соответственно, разъемное. Так, как будет кольцо смотреться, сейчас глянем. Ну, вот так вот. Солнце уже начинает уходить и тень начинает падать. Кулон, если у нас... У меня есть, например, цепочки очень красивые, радированные, в виде шариков граненых. Сейчас я вам, девчонки, выну одну и покажу. Иди сюда. Вот, смотрите, как красиво будет. И сама цепочка блестит, переливается.
И янтарь светится. То есть все это очень богато на шее смотрится. Смотрите, как классно. Такая цепочка стоит... Ой. Так, что-то я рукой сбила. Сейчас, секундочку. Я постараюсь вернуться. Нет, уже тень уже падает. Уже надо закругляться, да? Сейчас, секунду. Я хотела вам сказать только стоимость цепочки. Но это я уже проверю чуть позже. Не буду время видео. Сейчас хейтеры навалятся, скажут, что за видео, у тебя ничего не видно, тень, камера падает. Что ж такое за безобразие? Не, класс. Все, девчонки, я уже вижу, что тень не годится никуда. Так что буду следующее видео уже под лампами, как всегда. Но, надеюсь, я вас порадовала нашим израильским солнышком. И, соответственно, всем хорошего конца недели, приятных выходных. Берегите себя и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Сейчас это актуально во многих странах уже, не только у нас.